Это одна из старейших христианских стран в мире, настоящая основа христианской цивилизации и культуры. Как убежденный христианин, я понимаю значение этой страны для всего мира и для религии, которую разделяем премьер-министр и я. Поэтому я хочу поблагодарить народ Армении и великого премьер-министра за ваше партнерство. Президент Трамп привержен этому партнерству, и я тоже. Мы очень рады быть здесь и сделать следующий шаг. Да благословит вас Бог. Визит вице-президента США Джей Ди Венса в Армению стал событием исторического масштаба, значение которого выходит далеко за рамки дипломатического протокола. Это был первый в истории визит действующего вице-президента Соединенных Штатов в Республику Армения и одновременно самый высокий по уровню контакт между Ереваном и Вашингтоном за весь период независимости страны. Сам факт такого визита стал политическим маркером глубинных процессов, происходящих как в Армении, так и во всем регионе Южного Кавказа. Вице-президента США в аэропорту встретил председатель Национального собрания Армении Ален Симонян. Уже этот элемент протокола подчеркивал статус визита. Однако главное заключалось не во внешней форме, а в содержании. Переговоры Джей Ди Венса с премьер-министром Николом Пашиняном, расширенные встречи делегаций, подписание стратегических документов и публичные заявления сторон зафиксировали качественно новый уровень армяно-американских отношений – институциональный, технологический, оборонный и ценностный. Южный Кавказ десятилетиями рассматривался как зона монопольного исторического влияния, где вопросы безопасности, посредничества и стабильности были привязаны к одному центру силы. Эта модель опиралась на военное присутствие, замороженные конфликты и риторику гаранта безопасности. Однако сегодня эта конструкция явно трещит по швам. Когда в Ереван прилетает вице-президент США, это означает, что регион перестал быть чьей-то вотчиной и стал пространством реальной конкуренции интересов – политических, экономических и цивилизационных. В этом контексте визит Венса следует рассматривать не как причину изменений, а как их симптом. Россия теряет влияние не потому, что кто-то переманивает регион, а потому что сама утратила способность предлагать будущее – экономическое, институциональное и ценностное. Имперская логика требует постоянных ресурсов – денег, войск, лояльных элит. Эти ресурсы сегодня уходят на войну и удержание фронтов, а не на развитие и доверие. В результате влияние все чаще подменяется принуждением, а принуждение, как показывает история, никогда не бывает устойчивым. На переговорах с Николом Пашиняном Джей Ди Венс неоднократно подчеркивал, что Соединенные Штаты рассматривают Армению как надежного и ответственного партнера. Речь шла не о дипломатических комплиментах, а о конкретных решениях, которые США готовы принимать лишь в отношении ограниченного круга государств. Венс прямо говорил о доверии к политическому курсу Армении, к ее руководству и к способности страны отвечать за последствия своих решений. Одним из ключевых итогов визита стало подписание совместного заявления о завершении переговоров по соглашению между правительствами Армении и США о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии 1.2.3. Это соглашение открывает путь к масштабному энергетическому партнерству, включая внедрение американских технологий, развитие малых модульных реакторов и диверсификацию энергетических источников Армении. Американская сторона прямо обозначила масштабы будущего сотрудничества. Речь идет о миллиардных инвестициях, контрактах на поставку топлива и долгосрочном техническом сопровождении. Такой уровень доступа к чувствительным технологиям является прямым индикатором доверия. Отдельный и крайне важный блок визита был посвящен высокотехнологичному сотрудничеству. Венс подтвердил, что США одобрили экспортные лицензии на поставку в Армению высокопроизводительных чипов NVIDIA, технологий, которые отсутствуют в большинстве стран мира. Эти решения связаны с реализацией проекта компании Firebird
по строительству в Армении завода и центра обработки данных в сфере искусственного интеллекта. Фактически речь идет о формировании в Армении технологического хаба регионального масштаба и о встраивании страны в глобальные цепочки искусственного интеллекта и полупроводников. Не менее показательной стала и оборонная составляющая визита. Армении были представлены возможности беспилотных летательных аппаратов VBAT, приобретенных у США в рамках программы иностранных военных продаж. Джей Ди Венс прямо заявил, что устойчивый мир невозможен без реального сдерживания, а сдерживание невозможно без современных военных технологий. Это заявление стало фактическим подтверждением того, что армяно-американское сотрудничество в сфере безопасности переходит от символического уровня к практическому и измеримому. Особое место в переговорах занял проект TRIP – масштабная инициатива, призванная изменить транспортную, энергетическую и торговую архитектуру Южного Кавказа. По словам Венса, интерес к проекту проявляют крупные частные инвесторы по всему миру, а Соединенные Штаты намерены сыграть в нем конструктивную и активную роль. TRIP рассматривается не только как экономический проект, но и как фундамент долгосрочного мира. Взаимосвязанные экономики, инфраструктура и транзитные маршруты снижают вероятность конфликта и повышают цену нестабильности. Отдельного внимания заслужил и ценностный аспект визита. В своем выступлении Джей Ди Венс особо подчеркнул, что Армения является одной из древнейших христианских стран мира и фундаментом христианской цивилизации. Он говорил об этом не формально, а лично, как христианин, осознающий значение Армении для истории веры и культуры. Этот акцент стал важным сигналом. Отношения между Ереваном и Вашингтоном выстраиваются не только на прагматике, но и на общей системе ценностей, что в современной международной политике имеет все большее значение. В своих заявлениях Никол Пашинян подчеркивал, что визит вице-президента США происходит на фоне реальных сдвигов в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном и отражает глубину стратегического партнерства с США. Американская сторона, в свою очередь, дала понять, что рассматривает Армению как страну, ориентированную на будущее, а не на застревание в прошлом. США сегодня открыто говорят о доверии к Армении в вопросах передачи технологий, инвестиций, обороны, энергетики и инфраструктуры. Такие решения не принимаются автоматически и не являются жестом доброй воли. Это результат выбранного курса и последовательных решений, благодаря которым с Арменией начинают работать как с полноценным субъектом международной политики. Можно по-разному оценивать внутреннюю политику Никола Пашиняна, критиковать его решения и допущенные ошибки. Однако отрицать очевидное становится все сложнее. Именно при нем Армения во внешней политике выходит из тени, ломает устоявшиеся зависимости и возвращает себе субъектность. Это не обещание на неопределенное «когда-нибудь». Это происходит сейчас. И именно в этот момент формируется та Армения, с которой считаются, которой доверяют и в безопасность и развитие которой готовы инвестировать. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и Южного Кавказа. Оставайтесь с Red News.